Друзья, приветствую вас! Дневной обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие новости, какие события, ну и куда развиваются движения по ключевым активам. Так, ну вот касательно вчерашнего решения ФРС. Все Пауэлла считают голубем, разогнал он американские рынки, однако если посмотреть, какие были движения по S&P в течение предыдущих директоров ФРС, то, соответственно, Пауэлл никакой не голубь оказывается. В результате его выступлений чаще американский рынок начинал корректироваться. Так, друзья, вот еще в телеграм-канале по поводу норильского никеля опубликовал. Если кому интересно, посмотрите. Так, далее, то, что касается календарика событий. Еврозона, здесь инфляция все в пределах нормы 2%, как и предполагалось. Ну, рост все равно происходит, до этого был 1,6, сейчас 2, но тем не менее попали в прогноз, и поэтому Евросоюз пока не пузырится. Так, вот сегодня еще данные по поводу первичных заявок на получение пособий по безработице. Здесь идет устойчивый тренд на снижение, цель движения в районе 200 тысяч должно быть каждую неделю. И, соответственно, тут два события на ходу. На кону стоят. Это инфляция и вот этот параметр. Если инфляция растет, а этот параметр начинает стагнировать, то можно ждать самых решительных действий от ФРС, а не только мнение отдельных директоров ФРС о том, что в ближайшее время, ну не в ближайшее время, а раньше намеченного срока, возможно, будут предприняты действия по повышению ключевой ставки. Ну и по сути вчерашняя такая реакция, она связана с тем, что мнение отдельных директоров ФРС предполагают более раннее увеличение ставки, но на самом деле здесь рынок находится на хаях и он перегрет. И я думаю, это главный фактор, а то, что там ряд директоров высказал за более раннее повышение ставки, это технический момент. Здесь, наверное, как бы мог любой какой-то триггер сработать и рынки немножко приспустить. Потому как до того момента, пока укрепление рынка труда не вернется на докризисный уровень и не будет какой-то взрывной инфляции, я думаю, ничего они со ставкой делать не будут в плане повышения. Ну а понижать ее никто точно не будет. Потому как номинальная отрицательная ставка это уже вызовет еще один всплеск инфляции и уже очень серьезный. Так, ну и то, что касается укрепления доллара относительно других валют. Здесь есть на это фундаментальные причины, потому что если мы посмотрим динамику по коронавирусу, то мы увидим, что сейчас, с одной стороны, в общемировом масштабе произошел спад роста новых случаев, ну здесь это произошло за счет того, что ситуация в Индии и в Иране, она все-таки выровнялась. Но здесь мы имеем дно, которое уже ранее мы проходили, и от этого дна, к сожалению, возможен отскок. И здесь, если мы анализируем количество новых случаев, то мы видим, что Соединенные Штаты находятся в весьма и весьма выигрышной ситуации. У них количество новых случаев просто ушло, можно сказать, в пол. И, видимо, вакцинирование там практически близко уже к 100%, оно дало о себе знать. Вот. То, что касается европейских стран и России, здесь сейчас наметился тренд на то, что возможен рост, возможно движение наверх. Ну, это с одной стороны связано с тем, что вакцинированность ниже значительно, чем в Соединенных Штатах, и с другой стороны тем, что вроде как появились новые и более опасные штаммы коронавируса. Но на самом деле сила доллара, она кроется в том, что у Соединенных Штатов сейчас в связи с коронавирусом ситуация значительно более благоприятная, чем в других странах, ну не считая Китая. Вот и сила доллара. Сила экономики равно сила валюте. Но и на текущий момент, помимо всего прочего, наметилось снижение продаж автомобилей в Европе. И, соответственно, это дополнительная мина под евро, и вообще в перспективе самой ближайшей это существенно, наверное, окажет влияние в том числе и на нефть. Потому что ожидание по нефти, помимо текущего спроса, оно связано с тем, насколько энергично идет производство и продажа новых автомобилей. Так, друзья, далее то, что касается китайского фондового рынка. Сегодня он отторговался позитивно. После вчерашнего обвала он пытается отскочить.
Теперь вопрос состоит в том, закрытие недели, которое будет завтра, выкарабкается ли он выше уровня 5200 или нет. Если выкарабкается, это очень позитивный момент, потому как если такового не произойдет, то весьма вероятно летом мы будем в этом диапазоне ходить и возможно даже пойдем ниже. Вот. Ну и соответственно такое движение по китайскому рынку, оно вызвано ножницами инфляции. Потому что из-за инфляции издержек китайские производители повышают цену на отпускаемые товары. И здесь возникает такой эффект, что первая волна выхода из-под ковида, когда активно покупали товары, автомобили и так далее, она немножко спала. Такого огромного покупательского спроса нету. И на фоне того, что начинают расти цены на отпускаемые продукции, китайская экономика начинает стагнировать. Ну и, собственно говоря, вот это движение, оно наиболее вероятно с этим и связано. Китай начал активно бороться с инфляцией издержек, особенно то, что касается металла, стали и так далее. Посмотрим, насколько эта стратегия будет успешна, но я думаю, что она особого эффекта не даст. Так, друзья, далее ВИКС, индекс страха, ужаса и волатильности, он пытается уйти выше 18,5. Вот. Ну и на текущий момент сегодняшний и завтрашний день будут показательны. В плане того, что по ФРС это было сдувание пены или это было изменение тренда. Но я все-таки думаю, что больше вероятность того, что это будет сдувание пены, потому что основное падение по закону жанра, оно должно произойти осенью. Так, друзья, далее индекс доллара. Но смотрите, вот это движение, оно, конечно, ужасающее. Потому что если в таких темпах он продолжит двигаться, это вызовет сдувание российского рынка, скорее всего, точно. Вот, соответственно, здесь вопрос состоит в том, как сегодня пройдет торговля и как будет закрытие недели. Если оно будет выше 91,5, то это может привести к тому, что начнутся массовые распродажи и существенная корректировка на мировых финансовых рынках и особенно на российском рынке. Но и здесь ближайший целевой уровень находится в районе 92-92,1. Если этот диапазон пробивается, то весьма вероятно мы уже на следующей неделе или даже в конце этой можем увидеть движение, цель которого будет 93,25. Вот сюда вот. Так, друзья, далее биткоин. Вчера он просел на всем этом ужасе, но сегодня пошла позитивная динамика. И здесь многое зависит от того, сегодня, завтра закрепится, не закрепится он на уровне 39 500. Если он закрепится, то это будет означать, что он вернулся к росту и в ближайшее время он пойдет тестировать 49 500. Если сегодня-завтра не происходит здесь закрепление, то мы возвращаемся колебаться в этом диапазоне 33 600. 39 500. Вот здесь вот. Так, далее американский фондовый индекс S&P 500. Ну здесь вроде бы пока ужас выкупили. И соответственно здесь критичный момент это пробитие значения 4150. 4150, если бы мы сегодня пробили, то весьма вероятно уже в пятницу или в понедельник-вторник будет тестирование 4080. Пока здесь пробитие этого уровня не происходит, он удерживается на хаях, и он здесь вполне может консолидироваться и попробовать повторить вот это движение. Поэтому здесь ключевое значение пробития сейчас 4150. Если его не происходит, то скорее всего ситуация в ближайшие дни стабилизируется. Если происходит, то адьюс. Так, друзья, золото. Ну смотрите, вчера на заявлении ставки ФРС не пробили 1864, 1865. И то, что начал расти индекс доллара, с которым золото находится в обратной корреляции, указывает на то, что вот это движение, оно весьма вероятно не завершено. Если индекс доллара не останавливается, по золоту у нас цель движения находится на 1773. Так, друзья, далее нефть. Но смотрите, по нефти здесь ситуация более или менее адекватная. Хотя 74 все-таки пробой произошел, но сразу после пробоя нефть выкупили, и она вернулась в диапазон 74-74,2. На текущий момент вот вся эта ситуация, если здесь не происходит возвратного движения с пробоем 73,5, то
нефть будет консолидироваться в текущем диапазоне. Это 73,6, 74,5. Так, друзья, далее евро-доллар. Ну, здесь директора ФРС всех напугали. В Европе машины не продаются, и поэтому евро пошло вниз. Здесь на текущий момент от достигнутого значения, ну вот от этого диапазона 1,1920, 1,1960, по логике вещей сейчас движение вниз должно затормозиться, и здесь должна возникнуть проторговка. Если этой проторговки здесь не возникает, то у нас цель движения по евро-доллару находится на 1,1790. Ну и переходя на часовик, здесь пока никаких разворотных формаций сработавших не возникло. Так, друзья, далее рубль-доллар. Рубль-доллар сейчас перешел в диапазон 72,1, 72,8. И, соответственно, очень существенный момент, это сегодняшний день и завтрашний день, будет или не будет пробитие вот этого уровня 72,75. Если пробитие этого уровня состоится, то уже в ближайшие дни мы сначала переместимся в этот диапазон и потом отсюда пойдем тестировать 74,1. Нефть держится на достаточно высоких значениях, но начавшийся риск-офф в связи с ростом доллара против валют может ухудшить и так шаткое положение рубля, которое возникло из-за геополитических рисков и нового витка коронакризиса. Так, друзья, далее Сбербанк, несмотря на весь ужас, Сбербанк отбился от нижней границы, он даже до 309,5 не дошел. Это дневной таймфрейм. И здесь по нему пошел достаточно существенный импульс движения. Цель этого импульса сейчас достижение диапазона 315,5-316. Вот сейчас по факту достижения здесь, если будет пробой и он закрепится, то несмотря на ситуацию, достаточно в какой-то степени ужас, исходя из того, что происходит на графике американского индекса S&P, то при закреплении Сбербанка выше 315,5 на следующей неделе возможно уже движение на закрытие гэпа 320. Но если он сейчас здесь не закрепится выше 315,5, здесь пойдет отбой и, соответственно, коррекционный откат, цель которого тестирование уровня 309,5, который здесь вот нависает. Сбер находится в боковике на текущий момент, но если переходить на часовой таймфрейм, сегодня с начала торговой сессии был сильнейший импульс, который его тянет наверх. Так, друзья, далее Газпром. Но с Газпромом ситуация достаточно простая. Здесь 270-272. Если этот диапазон не пробивается, все это используют для набора позиций и дальнейшего движения на 280. Если здесь возникает пробой и он закрепляется, то ближайшая цель движения будет 255. Так, друзья, далее вопрос был по Аэрофлоту. Аэрофлот, он как сбитая синичка, начал падать. Вот. Но здесь он пришел к своему логическому завершению или продолжению. Это уровень 69, 69,5. Точнее, даже здесь на самом деле диапазон 68,5, 69,5. Если не идет дальнейший ход с пробоем 68,5, то он здесь будет консолидироваться, а там дальше посмотрим. Это дневной таймфрейм. Ну и, соответственно, 68,5, если мы пробиваем, то возвращается он на 63,5. Так, друзья, далее Лукойл. По Лукойлу был вопрос. Смотрите, здесь ситуация интересная. Сейчас вот он подошел к такому значению 6700. Вот он либо его пробивает и улетает, тестирует следующий уровень, это 6800 и далее. Но все-таки, я думаю, более вероятно, здесь сейчас будет отбой и попытка коррекционного отката, цель которого 6500. Так, друзья, далее Сургутнефтегаз, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, вот это движение, которое здесь пошло на рост, оно было инициировано на самом деле где-то в конце мая, вот отсюда. Оно здесь, скорее всего, завершилось. И поэтому на текущий момент, если будет удержание выше значения 37,5, то тогда это движение, скорее всего, продолжится по факту до набора позиций. Но если здесь возникает откат и пробой, то мы возвращаемся тестировать 35,5. Так, друзья, ну вроде все, основные активы. Если какие вопросы, пишите, постараюсь ответить. Все, счастливо.